Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите этого внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком. 10 место. Из раза в раз Чонгук делает это. Чонгуки снова шлепнул Тэхёна по булочкам. Он не собирается останавливаться и правильно делает. П. Постоянство. Руки так и тянутся к любимому. В этот раз он сделал это под бит, и Тэхён не подыграл ему, вильнув бедрами тоже под ритм музыки. А еще они в парных рубашках, на которых красуется надпись «Любовь». Вигу на себе прочувствовали музыку в самом приятном телесном ощущении. И то, как Тэхён не сразу понял, что Чонгук отбивает на нем ритм и включился в процесс, говорит об их глубокой связи. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему. На последнем концерте Вигу не давали возможности Чимину даже подступиться к ним. С чем это связано? Обсудим. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Маниакальный взгляд и воздушный поцелуй. Посмотрим на Чонгука, который так одержим своим Тэхёне, что в моменте становится похож на маньяка. Чонгук подходит к Тэхёну и начинает копировать его движения. И этот взгляд Чонгука, это вообще что такое? Тэ посылает воздушный поцелуй, и Гуки тоже это делает. Тэхён этого не видел, и Чонгук решает еще раз послать воздушный поцелуй, глядя ему в глаза. Ах, этот страстный взгляд Чонгука, как предвкушение и жажда внимания Тэхёна. Когда он добился того, чего хотел, внимания Тэхёна, на его лице засияла счастливая улыбка. 8 место. Невозможно не почувствовать. Да, невозможно не почувствовать это желание и страсть. Те эмоции, которые Вигу испытывают друг к другу. Так близко и так проникновенно, что только крики фанатов возвращают их в реальность. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что затаили дыхание, глядя на их взаимодействие? Это потому, что их эмоции настолько осязаемы, что кажется, будто воздух вокруг них начинает искрить. 7 место. Если человек заботится о ком-то, это и есть любовь. Настоящая любовь – это не только вспышки страсти, это постоянная тихая забота друг о друге, которая проявляется в мелочах. И у наших мальчиков этой заботы хоть отбавляй. Гуки берет пиво, делает глоток и, конечно же, заботливо делится им со своим мужем. Тэхён отдает свой микрофон Чонгуку. «Подержи, любимый, сбегаю, всех оболью водой и вернусь». Гуки послушно держит микрофон. То очки держит, то микрофон. Если любимый в нем нуждается, он только счастлив. Почему забота важнее слов? Истинная близость проявляется тогда, когда ты готов позаботиться о комфорте другого. Разделить напиток – это про близость. Держать микрофон, пока любимый хулиганит – это про поддержку и терпение. Глядя на них, понимаешь, что никакие контракты или сценарии не заставят человека так заботиться о другом, если внутри нет того самого глубокого чувства. 6 место. Чонгуку просто необходимо всегда ощущать Тэхёна рядом.
Тэхён – это безопасное место Чонгука, и если он не рядом, то Гуки чувствует себя небезопасно. Чонгук оборачивается и видит, что Тэхён идет позади. Немного подумав, он решает его подождать и идти вместе с ним. Кажется, Чонгук подумал, что Тэхён сейчас устроит водный апокалипсис и решил обезопасить себя, следуя за Тэхёном. Судя по их улыбкам, мы все правильно поняли. Во-первых, как хорошо Чонгук знает Тэхёна, а во-вторых, этот момент является доказательством того, что Тэхён для Чонгука безопасное место. Если бы Чонгук не шел рядом с Тэхёном, то он тоже был бы мокрым, а так все отлично. Пятое место. Реакция Тэхёна, когда Чонгук не дал ему свою руку. Милый Мишка превращается в свирепого тигра из-за того, что любимый не ответил взаимностью на его проявление. Тэхён ждет, пока Чонгук даст ему свою руку, а Чонгук захотел его подразнить. Тэхён не выдержал и шлепнул Чонгука по спине. «Эй, ты что себе позволяешь? Не смей меня игнорировать!» Боже мой, это же чисто семейные приколы. Чонгук захотел пощекотать любимому нервы, и у него это вышло. Тэхён не повелся на провокацию, эмоции получены. Четвертое место. Нежная месть. Если вы думали, что месть – это блюдо, которое подают холодным, то вы явно не видели, как мстят друг другу Тэхён и Чонгук. В их мире даже хулиганство превращается в акт любви. Тэхён решил немного пошалить и ловко плеснул водой прямо за шиворот Чонгуку. Казалось бы, что сейчас начнется настоящая бойня. Чонгук зальет Тэхёна водой с ног до головы, но ничего подобного. Он мстил ему с такой осторожностью, с такой почти осязаемой нежностью, что это больше похоже на ласку, чем на ответный удар. Это выглядит до того мило и по-доброму, что хочется рассмеяться. Но какой из него мститель? Для Чонгука быть жестоким с Тэхёном задача просто невыполнимая. Даже в момент нападения он умудряется излучать заботу. Как только он видит перед собой Тэхёна, вся его решимость куда-то улетучивается. Он словно становится мягким и пушистым. Эти игры с водой – это способ прикоснуться, привлечь внимание, вызвать улыбку. Просто влюбленные люди ищут пути взаимодействия. Третье место. Для счастья много не нужно. Счастье Вигу, оно удивительно неприхотливо. Им нужно всего лишь одно – иметь возможность быть рядом. Они просто стоят рядом, машут ручками фанатам. И их лица, эти улыбки, они светятся так ярко, что, честное слово, можно было просто выключить все прожекторы на стадионе, и все равно было бы светло. Глядя на то, как они расцветают, просто находясь в одном пространстве, невозможно не почувствовать себя чуточку счастливее. Они делают счастливыми не только друг друга, но и нас. Второе место. Магнитное притяжение. Есть законы физики, а есть законы Вигу. И если первые можно нарушить, то вторые никогда. Невозможно, чтобы Вигу просто прошли мимо друг друга. Они могут пройти мимо других участников, даже не взглянув на них, но пропустить друг друга никогда. Это выглядит так, будто их тела имеют встроенные датчики близости, которые срабатывают каждый раз, когда любимый человек оказывается в радиусе 2 метров. Первое место. Сага Намджун и Вигу. Годы идут, а реакция Намджуна на Вигу совсем не меняется. Намджун за долю секунды понимает, что Вигу что-то затевают, и смотрит на них угрожающе. Под этим взглядом они сразу передумали шалить.
Намджун за эти годы уже достаточно хорошо изучил этих влюбленных проказников и уже действует на опережение. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!